Ну и вот достаточно оперативно мы все уже набрали. В данном случае 4 тарелки. Скорее всего, мы это все не осилим. Ну да и это нормально в безлимитке. То есть не забывайте, что вы сюда пришли, вы набираете. Ну, само собой, не надо набирать так, что прям очень много лишнего останется. Мы, скорее всего, процентов на 85 с Ромкой вот это все съедим. Забирать с собой ничего нельзя. Это я сразу такое предисловие перед тем, как мы начнем, сделал. Те вещи, которые необычные, здесь их тоже хватает, мы оставим на попозже. Начнем с морепродуктов. Во-первых, потому что им постоять здесь будет плохо, а во-вторых, свежак должен оставаться свежаком. И мы сейчас узнаем, насколько это дело свежее. Я набрал хорошее разнообразие, как по мне, здесь у них присутствует. Это тебе и гребешки, это и устрицы, это и черенки, это и крабы, это и мидии. А внизу, я не знаю, может быть, я чего-то еще и навалил. Давайте наваливать это сюда и жарить. Ну и давайте с мидий и начнем. С устриц. Впрочем, и мидии тоже в долгий ящик не откладываем. И их тоже выкладываем. С соусом, это хорошо. Мидии не самого огромного размера, это нужно признать, ну да и ладно. Это, как говорится, безлимитка. Черенки. Ну-ка, живые? Живые. Хорошо. Нам хорошо, им не очень, походу. И начнем всякими разными соусами поливать. Раскрывайтесь, не стесняйтесь. Давайте. Вы нам нужны открытые, вот такие. Ну и все, готово. Этим товарищам долго тут торчать не надо. Соус подзапекся. Вот и хорошо. Первая тарелка у нас готова, а я подумал, у нас дальше же будет рыба, овощи, еще что-то. Пускай вот это немножко пока подостынет, а я хочу замариновать рыбу. Ну, потому что если мы просто сверху польем ее соусом, да, будет прикольно, но замаринованно это получше. У нас есть время, давайте это быстренько и сделаем. Это у нас рыба сом. А это у нас из супермаркета замороженные, размороженные кусочки, точнее плавнички лосося. Ну и ладно. Остроты. И маслица с лучком. Вот такой вот микс мы вам, ребята, придумали. Немножко оно все и подостыло. Давай, Ром, я, соответственно, тебе по всем экземплярам и поскидываю туда. Давайте пробовать, и сразу же, чтобы на каждом блюде не останавливаться, сразу же вердикт по морепродуктам. Я с устрицы начну. О, хорошо, свеженькая осталась, не передержали. Вообще отлично. Свежая, хорошая устрица.
Этот луковый соус прекрасно подходит. Вообще ровно. Все, кайф, ничего не нужно лишнего. Мидия под каким-то непонятным соусом. Непонятный соус — это сгущеночно-перечный. Хорошая мидия. Сырный. Это то, что у них называется сырный. На самом деле, вы же понимаете, скорее всего, что я сейчас скажу. Мидия отличная, свежая, хорошая. Не надо использовать этот сыр. Не надо, ребята, это не сырный соус, это... Ладно. Здесь где-нибудь появится его описание. Короче говоря, я 38 тысячный раз не буду повторяться. Так, с этим соусом что это у нас? Какой не... А что так с мидией-то не очень все? Разорвалась вся, а не снимается. Что-то эта мидия странная какая-то. Нет, она не испорченная, просто странная. Видимо, она близко была к тому. Надо аккуратнее выбирать. И as is. Чистая мидия. Не самой первой свежести. Вот чистая попалась мне прям вот совсем, ну как бы, знаете, такая, она не то чтобы на грани, но удовольствия я от нее совсем не получил. Не отравлюсь, но и удовольствия не получил. Ладно, черенки. Учитывая, что они съедаются все целиком вот так, мы их только лаймом немножко полили, так и съедаем. Черенки отличные. Черенки отличные, живые. Лайм очень в тему. Все очень хорошо с ними. В целом я доволен. Некоторые стрёмно меня навели мидии. Точнее, парочка из них. Некоторые прям вот кусаешь, и сквозь соус, сквозь все чувствуется свежесть моря. Ее ничем не перебить, если ты ее знаешь и чувствуешь, и понимаешь, как она должна звучать, то здесь никаких вопросов. А вот парочка из них что-то вопросы у меня вызвали. Ну, не исключено, что они где-то снаружи лежали, хотя я всегда в таких местах стараюсь выбирать из-под низу, которые ближе на льду лежали. Соответственно, чтобы они посвежее типа оставались. Роман, а ты чего черенки не попробовал? Не, съел 2 штуки. Съел? Ну окей. Много. Ну тогда давай общий вердикт. Там у нас еще впереди гребешки и крабы по морепродуктам. Ну давай по этой порции, скажем так. От мидии мне все нормальные попались, но на мой вкус ни один из соусов к мидии вообще не подходит. Потому что я люблю мидию, приготовленную без всего, и потом полить ее лаймом. И здесь то же самое, она была отличная, просто под лаймом, как и черенки тоже просто под лаймом. Свежий морепродукт вкусный, прямо супер. А устрица с луковым соусом, это классика, и здесь она тоже не подкачала. Ну, короче говоря, Рома сказал, что у него просто другой вкус, а морепродукты хорошие. Да. Вот я единственное, что здесь могу сказать, что 2 мидии из тех, что я съел, были не очень. Ну, могло и так попасться. Ну и чтобы быстренько добить морепродукты, крабы и гребешки. А я знаю, Ромка гребешки поливать не будет ничем, а я тоже. Гребешки портить ничем, ни из этих соусов вообще ничем не надо. Ребята, не надо, не надо. Гребешки уже кипят. Давайте попробуем перевернуть краба, да. Здесь уже подкраснел маленько. Иди сюда. Вот так. Мидия назад. Все, минутку покипят и более не треба. Гребешки готовы. Не надо им очень долго тут стоять. Прогрелись, грубо говоря. И все, хватит с вас, ребята. Действительно. Вот этот даже, может быть, перекипел. Крабик чуть-чуть пускай аккуратно постоит.
Это мидия с краешку была. А вот это уже точно готово. Я видел, она кипела. Этого ей достаточно. Впрочем, как и это. И она уже тоже кипит. Все. Ей тоже достаточно. Ну, крабик подрумянится с той стороны и тоже снимаем. И крабики, само собой, тоже готовы. Выкладываем сюда. Ну, крабы пускай у нас, ладно, чуть-чуть подостынут, а гребешки уже, пожалуйста, давайте пробовать. И давайте гребешочка. А он, походу, снят с ноги был. Ну, вернее, все вот это снято. Отлично, классно, свежо. Это то, что я хотел от гребешка почувствовать. Да, песочек присутствует, но это не страшно. С гребешками, ребят, все в порядке. Прям даже очень здорово. Это свежие, отличные гребешки. Никаких вопросов, можно смело набирать себе, откидаться гребешками. Другое дело, что достаточно маленького размера. И чтобы вот такие красивые были, как сейчас вы видели, мне пришлось повыбирать, потому что не все с этими, как правильно назвать, гонады, да, это вот красненькая штучка, которая по кругу, это не икра, это их половые органы для размножения. И, соответственно, вот это вот пятак, то, что в середине, ну, здесь он скромненький, такой маленький пятачок, и вот эта штука съедается, естественно, все полностью. Здесь все хорошо, здесь все свежо. Можно есть. Ром. Гребешки вообще отличные, особенно вот приготовленные без всего и просто залитые лаймом. Это офигенно. А мидия вот так. Средненько. Море я особо не чувствую. Ром, у тебя мидия какая? Да, отлично, она со вкусом мидии. Как бы все с ней хорошо. Ну, я не знаю, что ты имеешь в виду, говорят, что она не особо. Ну вот вкуса моря, вот того вот нет, понимаешь? Вот я о чем. Так-то да, по поводу свежести претензий нет. Нет у тебя такого ощущения? Что-то нет. Ну, мне просто главное, чтобы был вкус мидии, чтобы она была свежая, вот и все. Вы знаете, почему так? Дело в том, что я очень люблю мидии, покупаю, когда их, или Туин покупает живые, которые в раковинах. Они ровно такие же, да. Они закрытые, внутри морская вода. С утра ты их, например, купил в 9 утра, либо после обеда там, в 3 часа дня, потому что здесь в 2 раза рыбаки привозят. И вечером ты их готовишь. Они прекрасно пролежат у тебя целый день. Ты их кидаешь на гриль закрытые. У меня этот самый комода, я закрываю, и буквально 3-4 минутки проходят, если жар у тебя хороший, они все открылись, они сразу же закипели, ты их моментально вынимаешь, все раскладываешь. И вот это перфекто. Это идеальный вкус мидий. Конечно же, здесь совсем не то, ребят, совсем не то. Здесь они уже заранее открыты, здесь нет морского вкуса. Какие-то мне показались даже слегка сомнительными, но окей. Но вот это не очень. Ну и добивая морепродукты, прикончим крабика. Рома это уже сделал, а я сделаю это на камеру. Ноги все поотломать. Рома, кстати, как-то по-варварски его съел, я наблюдал за ним. Это было довольно забавно, если честно. Так, ну в хвосте, к сожалению, здесь есть нечего. Сейчас попробую... как там правильно-то? Вот так, да? С жопки открыть. О! В жбане пусто. А вот отсюда, убрав легкие и прочие части и косточки, вот, можно выцепить прилично мяска. Вот оно. Ну, крабик небольшой, мяска, как вы понимаете, и тоже не богато. Мало, но вкусно. Да. В отличие от мидии, здесь прям морской вкус свеженького краба. Да, это то, что надо. Ну-ка, и вот эту часть тоже. Но приходится, господа, ковыряться. Ничего с этим ты не поделаешь. Только если у тебя будет какой-нибудь специальный человек, который будет это делать за тебя. К сожалению, в безлимитке такой человек не включен.
Я вообще не думаю, что он где-то включен, кроме как если вы женаты. В этой розе краба действительно было что поесть. Теперь же насчет клешенок. Они очень маленькие, поэтому, по идее, здесь должно все высасываться. У меня, боюсь, не получится показать вам крабовую палочку. Здесь, да, настолько все это миниатюрное, что приходится вот так действовать. И вот такими кусочками добывать мясо. О, здесь у меня получилось, смотрите, прям большой кусок достать. Это отлично. Это прекрасно. По крабу все отлично. Ну классно, здорово, очень вкусно. Мы не передержали, что самое главное. А еще более, что самое главное, то, что он свежий. Свежее краба трудно себе представить. Ну, он просто был живой, его положили на лед, он, очевидно, во льду и сохранился. Ты его кинул на гриль, 3 минуты, бац, готово. Роман? Да, я тоже почувствовал, он прям очень свежий, очень вкусный. Вот то, что ты с ним так мучился, ковырялся, я считаю, что это фатальная ошибка, потому что они настолько маленькие. Я вот ноги оторвал, клешни сразу выбросил, оторвал голову, сломал его напополам, и потом вот на одну из половин нажимаешь зубами, мясо выдавливается, и ты его как бы высасываешь, и все. У тебя на одного краба уходит там 15 секунд. А поскольку безлимитка, то я считаю, что так действует. Расточительный Рома. Расточительный Рома. Хорошо. Варианты и способы кушания или поедания, разгрызания, употребления и какие-нибудь еще синонимы этого слова у всех разные. По вкусу огонь. Да. Ну, это самое главное. В целом, здесь можно набрать этих крабов, но когда я уже набирал, их было не так-то и много. Как всегда я говорил, в безлимитку, ребята, лучше всего приезжать к открытию. Мы сегодня, в общем-то, с одной стороны специально так сделали, с другой стороны, может быть, так получилось, но мы приехали через час после открытия. В целом, да, нормально. Да, Ром, по выбору. Да, но там вот я сейчас сходил, проверил, там все, что разбирают, они опять накладывают. Да, ну то есть все огонь. У них же через какое-то время перестанут накладывать. Ну вот это я не знаю. Это в какое время происходит? Не знаю. Я так соображаю, что где-то после, наверное, 8, а то и, да, 8 вечера они уже перестанут сильно накладывать дополнительные вещи. Точнее, поддерживать их количество. Потому что здесь все закрывается в районе 10. А эти товарищи, скорее всего, закроются даже еще и раньше. То есть безлимитка, допустим, работает с 5 до 10. Лучшее время, когда вы можете приехать, это будет в 5 или даже раньше. Вы, может быть, лучше постойте, чуть-чуть подождите, когда они откроются, и тут же накинетесь на все, прям свежевыложенное, это лучше всего. Либо в промежуток до 8 вечера, потому что после 8 вечера они вряд ли будут что-то уже накладывать свеженькое, поддерживать в том же количестве и в том же разнообразии. Это вот мои такие наблюдения. В целом согласен, Ром? Ну да. Ну да. Ну, поехали далее. У нас тут еще, честно говоря, до хрена всего. И у нас тут куча видов шашлычков. Давайте их и выкладывать. Угольки мы немножко потеребили. Они должны еще отработать. Вот так. Все. Шашлычки пошли. Ну и шашлычки у нас готовы. Давайте снимать, все выкладывать. О, хорошо, хоть палка не загорелась. Ну что ж, давайте и попробуем. Я даже не знаю, получится у меня как-то снять это или что. О! Вот это был с болгарским перцем, вкусный, мясной. Хороший шашлычок. Здесь что? О! Мясо здесь пожестче.
О, здесь острое. Вот мясо прожевал. Отличный, хороший шашлычок тоже. Вот насчет вот этого я не уверен. Здесь я смотрю кусочки бамии и эти самые рыбные шарики. Ну, это и правда сомнительно. Но если предыдущие два шашлычка были прям действительно шашлычками, их можно назвать, то вот эта штука, ну, как бы не очень. Мы даже эти рыбные шарики, честно говоря, отсюда и не брали. Ну, потому что зачем? Они зачастую попадаются стрёмного вкуса еще. Ладно, здесь не сладкие, и бамия отличный овощ. Но когда вам попадется, например, сладкий, рыбный, мясной какой-то, либо вот этот шарик, и вы такие, нет, я это не хочу. Ну, скорее всего, будет именно так. Ром, по шашлычкам, быстренько. Ну вот шашлычок с рыбными шариками, это, конечно, полнейшее днище. Я вообще не понимаю, зачем они существуют. Я считаю, что когда мы их упоминаем даже в разговоре, у нас снизу должна появляться надпись, как, знаешь, на ютубе, когда упоминают запрещенные вещества. То же самое и про рыбные шарики. А вот эти вот шашлычки, которые с курицей, и то ли это свинина, то ли говядина, я не разобрал, потому что... Скорее говядина, жуется очень тяжело, да. Они вообще отличные. И самый прикол то, что в уличном рестике, где исключительно вот эти шашлычки подают, один такой стоит 15 тысяч донгов. Это вообще, блин, класс. Ну, короче говоря, шашлычками здесь можно оттопыриваться, за исключением вот этих с рыбными шариками. Сосиски. Наконец-то мы до них дошли. Освежим немножко угольки, так сказать. Давайте, давайте. Жарку поддайте нам. Придется их повыше вот так возложить. И накидаем сосисок. Вот это самое ядреное. А вот это хорошо. Ну и теперь то, что мы обычно никогда здесь не берем. Это разного рода сосисочки. Сладкая, непонятная, нафиг нужная. Опишу так. Вот эту, вот на эту, почему-то по виду, я возлагаю надежду. Хотя это фарш, а внутри, Ром, покажи, пожалуйста, крупненько, здесь кусок морковки. Или что это, я не знаю пока, но что-то оранжевое. Это ливерная колбаска. Не зря я на нее возлагал некоторые надежды. С хрящичками, с черным перцем. Да, она оправдала мои надежды. Это пока номер один. Давайте вот эту подгорелую, но это простая сосиска.
Это самое дешманское из Лотте Марта. Он вот здесь. Но за счет гриля, может быть, даже и ничего. Вы знаете, это тот случай, когда вот эта подгорелость идет ей на пользу. Ну, вот таких мы много уже пробовали. Это штука фарш на лемонграссе. Вот это лемонграсс. Если любите лимонный вкус на мясе, это неплохо. Эту штуку я бы охарактеризовал как, ну да, есть можно и даже что-то интересненькое. Ну и теперь то, что у них здесь в качестве долмы. Это что-то, что неизвестно, внутри завернутое, а снаружи это лист из какого-то семейства перцев. А вот это интересно. А вот эта штука нашему брату зайдет. Немножко остроты, пикантный вкус. Это даже не знаю, как описать, честно говоря. Попытаюсь сейчас как-то распределить на ингредиенты. Черный перец, да. Мясная составляющая, да. Прекрасный вкус самого листа. Он действительно напоминает вот ту самую долму. Короче говоря, это очень и очень интересный вариант. Ром, а сосисочки-то не так, как говорится, и плохие. Я отсюда, грубо говоря, ну вот первую вот эту вот штуку, кругляши вот эти вот совсем нет, а остальное вроде и ничего. Ну вот долма вообще отличная, мне прям очень зашла. Она очень сочетается с этим. Ну, это мы, прости, пожалуйста, это мы так называем долмой, да. Вы же понимаете, что это совсем другое. Долма, да. Да. Ну, очень похоже просто по вкусу, именно вот из-за того, что этот лист перца, он очень похож на виноградный лист по вкусу, получается. А все, что касается сосисок, из всех есть можно только ту, которая вот у тебя немного подгорелая была, точнее, сильно подгорелая. Вот это. Да. И то, если вы куда-нибудь поехали на природу, на рыбалку, у вас больше ничего не осталось, а есть очень хочется, и вот вы на костре их пожарили. А в целом... Подожди, а вот это белое? Не, ну... Тебе нет? Вообще не понравилось. А мне очень понравилось. Вот видите, как разница во вкусах. Ну и вообще, в безлимитке, все, что касается вообще всех сосисок, опять же, осуждаю, потому что здесь есть намного больше крутых продуктов, которые намного более вкусные, чем вот эта вот хрень. Ну ладно, в целом, грубо говоря, вкусы у нас, конечно же, разные. И, соответственно, по-разному мы это оценили. Но в целом, да, мимо этого дела проходить тоже не стоит. Но мы сошлись во мнении, что вот эти маленькие кругляши хрень. Да? Ну вот. А в остальном у нас вкусы немножко разнятся. Окей, рыба замариновалась. Рыба. Ой-ой-ой, разваливается, тихо, тихо. Держись, Сом, держись. Да ее спасай сама. Перед тем, как начать пробовать рыбку, давайте зальем маслицем, луковым маслицем овощи. Сейчас перемешаем, поставим их и будем пробовать уже рыбеху. Потому что здесь времени даром терять не хочется. Пускай у нас все будет одновременно готовиться. Порядок. Приступаем к рыбке. А, пожалуй, сама и начнем. О, жирненько. Вы посмотрите, как это круто снимается. И как это круто разламывается.
Грильный вкус. Я знаю, что Рома скажет. Само собой. Он без этого никуда. Он скажет, что это болото. Но в целом сом неплох. Соус сладковат немножко. На мой взгляд, может быть, даже и не очень к нему подходит, но это уж дело десятое. Можно, честно говоря, его и под каким-то другим, просто под маслом пожарить, и тогда будет хорошо вкусно. Да, сомик отдает тиной, что, на мой взгляд, немножко странно, потому что это довольно мелкий сомик. И он бы, как мне кажется, не должен был бы так делать. Ну и ладно, на нем долго я останавливаться не буду. Для начала плавнички, которые с соусом. Почему я снимаю шкуру? Потому что на шкуре здесь они не чистят, естественно. Здесь очень много чешуи. Угу. А вот для лосося этот соус очень даже подходит. Слегка сладенький. Да, это в тему. Плавнички хороши. Свеженькие, хотя и выглядели бледновато, но дело в том, что лежа долгое время на льду, на том же самом, они просто бледнеют, это понятно. Теперь без всего. Да, вполне себе. Это те самые плавнички, которые можно купить, отойдя отсюда, сколько тут? 400-500 метров. Дойдя до Лотте-Марта, и там купить замороженные. Я дома такое достаточно часто покупаю. Есть плавнички, есть теша вырезанная. И, в общем-то, в супе это хорошо. Но и вот так пожарить тоже классно. Роман? Да, плавнички вообще огонь. Я их не отчал от кожуры, от кожи. Ага. И не почувствовал чешуи. Видимо, она вся сгорела, что ли? Может быть. Но я перестраховался. И с соусом, и без соуса отличный вариант. А вот что касается сома, ну я не знаю, вот как только кусок в рот попадает, и ты сразу чувствуешь аромат тинисто-болотистый. Но вот если вы любитель этого, само мясо по консистенции отличное, но вот этот аромат, я его вообще не перевариваю. Ну, тут, как говорится, кому что, но в целом, а мы что ожидали, то и получили, правда ведь? Да. Получается, с рыбой здесь все хорошо. Вернее, не так. От сома я не ожидал настолько мощного тинистого вкуса. Не исключено, что вот конкретно этот сом рос в каком-то очень маленьком водоеме и прям с плохо фильтруемой водой. То есть он прям проникся. Ну, потому что сомики вот такие, а это, очевидно, был не крупнее, чем вот такой, на мой взгляд, не должны так пахнуть. Ну и ладно, быстренько покрутим наши овощички, их съедим и приступим к мясу. Ром, ты заметил, что здесь, пожалуй, первое место, где, когда ты сидишь, нам еще до сих пор сами не пришли и не поменяли угольки? Я замечал, что к другим подходят, к нам, видимо, боятся, потому что мы... Да? А мы типа снимаем камеру, все дела? Ну, камера плюс непонятные лица. Черти, кто этих белолицых знает? Что они задумали тут? Еще и с камерой? Черт. И нам любезно поменяли после того, как мы 38 раз попросили угольки. И давайте жарить, наконец, мясо. А, это один кусочек, окей.
вот оно уже готово. Кусочки тоненькие. Вот и будем уже все снимать. И давайте быстренько все и дожарим. О, бекончик пошел сразу. Вроде у нас все подостыло, можно потихоньку начинать пробовать. Даже не знаю с чего. Например, вот с этого, то, что выглядит как говядина. Это говядина. Да, вполне. Мясинка как мясинка. Вполне себе прожевываемая. Но, да, вот это не знаю что. Ого! Вот эта штука очень стрёмная, жесткая, хрустящая как огурец, но при этом еще и резиновая. Да, ее прям пожевать. Вот эта штука, которая я подумал, что это тонко нарезанное сердце, сейчас посмотрим, что это. Ну, впечатление, что тонко нарезанное сердце. По вкусу то ли сердце, то ли печень, я вот не пойму. Ром, печень, ты понимаешь, она такой жесткой не может быть. Ну да. Это сердце. Сердце со вкусом печени. Так там кровище внутри до хрена, сердце и будет со вкусом печени, конечно. А, значит, сердце. Ну, это неплохо. Слушайте, а набор мяса мне пока нравится. Впрочем, осталось-то попробовать только вот эту штучку. А это у нас что? А, это у нас фасоль, а сверху бекон. И морковные палочки. Морковка еще, да? Бедноватый вкус, прям скажем. Бекон уже кислит. Ну, по крайней мере, кусок мне такой попался. Это нет. Давай вот из этих двух близнецов, которые сварились рядом, что-нибудь попробуем. Если будет ровно такой же кислючий бекон, то нет. Да. Вот бекон с овощами мне прям совсем не понравился. Это уже, ну не то что пропавший бекон, ну по большому счету пропавший. Нет. Баклажанчик. Овощичка, как всегда, очень вкусная. И бамия великолепно. По мясу у меня следующее мнение. Ну, ладно, бекон в сторону. Ребята, такое подавать нельзя. Это кислит, и это все. Это прям нехорошо. Я это доедать не буду. И надо сказать, что мы с Ромкой все предыдущее доели. И, как видите, Ромка сходил еще даже за мидиями, поставил. Ну, мы специально так поставили, чтобы пока мы тут разговариваем, чтобы они не сгорели. А в остальном набор мяса отличный. Хорошее, свежее, интересное, вкусное. Там, где куски мяса, там куски мяса. Прожевать можно? Отлично. Там, где нарезанное сердце, тонкие слайсы, это интересно и вкусно. Ром. Слушай, мне вот почти все понравилось, особенно говядина, она потому что не жесткая, я прямо думал, что она будет жесткая, она мягенькая, как будто бы из фобо только что ее достали, но при этом еще со вкусом дымка, прикольно. Потом вот это сердце со вкусом печени, вообще отличная штука. Не понравилось вот то, что
мы не поняли, что это за Где часть хрустит. животного. Да, вот это не особо. И, ну, бекон, да, такой себе, не особо он не зашел. Ну, короче говоря, 2 аутсайдера и 2 таких прям хороших, добротных куска мяса, что приятно. Ну и овощи, само собой, да? Да? Ребят, огромное спасибо всем тем, кто уже поддерживает наш канал. С вашей поддержкой у нас пока еще получается снимать. Без вашей поддержки, боюсь, что этого уже действительно не получится. Как можно это сделать? Это можно сделать разовым донатом. Все ссылочки, естественно, в описании. Подписаться на Boosty и на Patreon. Также есть еще дополнительная возможность поддержать нас через PayPal. Что вы получаете за счет того, что поддерживаете канал? Ну, само собой, ранний доступ примерно за сутки до того, как это выйдет в общий доступ. Плюс ко всему, с недавнего времени еще и появился эксклюзивный контентик. Тот, который в YouTube по формату не подходит. Я не смогу его загрузить в YouTube. То есть, если хотите увидеть некоторое неформальное, может быть, общение, какое-то дополнительную информацию по тому, как у нас здесь что-то происходит, тогда оформляйте подписку на Boosty или Patreon, там это все появляется. Ну, YouTube такое не пускает, при всем желании я бы не смог сюда это выпустить. Поэтому оформляйте подписку, если хотите видеть немножко больше. Спасибо вам. Ну и что ж сказать по итогу? Вполне себе оправдывает свое звание. Самое дешевое и самое популярное. Ну и прежде всего она самая популярная, потому что она самая дешевая. Разнообразие здесь отличное, не придраться. Конечно, мы все не попробовали. Остались ребра, остались лягушки, остались голуби, остались фрукты, остались ракушки. И какие-то еще хот-поты тоже здесь имеются. Да, и еще Ромка заприметил мороженое. То есть, если приехать с детьми, то и им тоже будет чем здесь порадоваться. Можно сказать следующее. Это 2 безлимитки, самые крутые, которые здесь во Вьетнаме нам до сих пор попадались. Это вот это и Mi Buffet. Здесь обзор на нее тоже появится. Но в Mi Buffet в 2 с лишним раза дороже. Насколько я помню, там 380 тысяч донгов стоит за персону, а здесь это стоит 158 тысяч за одного человека. Напитки здесь за отдельную плату, а в Mi Buffet они все включены. Ну, то есть там безлимитная кола, безлимитное пиво, что интересно. И выбор может быть, ну, где-то побогаче, потому что там все-таки в аквариумах, а здесь только на льду. Да, хотите крутое качество, это в Mi Buffet, но в 2 раза с лишним дороже. Хотите вкусно, неплохо, хорошо поесть с неплохим разнообразием, это сюда. Это довольно дешево и по качеству меня в целом все устраивает. Так что это 2, можно сказать, конкурирующие или не конкурирующие, в зависимости от вашего кошелька. Что вы выберете? Подороже, либо подешевле? Ну, там в курортной зоне, а здесь в Пантиете. Мне сегодня здесь понравилось. Мы, в общем-то, очень вкусно и недорого поели. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Смотри, сейчас лосось приготовится, Ром. О! Что-то нескладная у них эта штука. Обычно никогда никто никуда не падает. А здесь прям что-то она не держится. Ты что? Окей, все, финалочку. Вот правильно, бамией закусить. И я тоже. Это всегда, господа, беспроигрышный вариант.